Всем привет! Прежде чем начать это видео, я хотела бы немножко украсть вашего времени, чтобы поговорить. Спасибо большое за комментарии на прошлом видео и позвольте мне немного прояснить ситуацию. Это видео должно было быть о том, как я поехала домой на 1,5 месяца, провела здесь время со своими близкими, побыла дома и продолжила дальше бы свое путешествие. Главная цель поездки была увидеть близких, и особенно близких, которые заболели. Это мой друг и моя бабушка. Мне тяжело об этом говорить, поэтому я не буду вдаваться в подробности. Но под конец поездки случилось огромное горе, и было принято решение остаться и закончить пока свои длительные путешествия и поездки. Здесь мне было наиболее, если так вообще можно сказать, спокойно проживать этот сложный период. В Аргентине очень много изменилось, и, наверное, самое главное — изменилась ситуация с безопасностью. За последнее время проживания там на меня и моих близких было совершено 5 нападений. И, конечно, очень сильно изменились цены. Жить стало очень тяжело. Тем не менее, я безумно благодарна Аргентине за проведенное там время. Это невероятный опыт, это невероятные воспоминания и память. Там я встретила очень близкого мне человечка, и я безумно счастлива. И огромное спасибо всем вам за все добрые, теплые слова, которые вы пишете. Это на самом деле огромная поддержка, когда вокруг есть люди, даже если они где-то по ту сторону экрана. Это видео вызывает во мне бурю эмоций. Я была безумно счастлива в тот период, когда приехала. Я радовалась каждому новому дню, каждой встрече. Я радовалась деревьям, всему. Поэтому оно наполнено теплом, искренностью. Правда, вот оно очень доброе. Это просто видео о моих буднях в Беларуси, и я хочу им поделиться. Это моя огромная память о том прекрасном времени. Поэтому всем большое спасибо, приятного просмотра. Куплены билеты? Да. О, боже, я думала, что там больше всего на свете! Всем большой привет! Мне кажется, это самое счастливое видео на моем канале, потому что сбывается в данный момент моя самая большая мечта последних 2 лет. Это съездить домой и со всеми увидеться! Я мечтала об этом уже долго, но воплощать эту мечту стало последние полгода. Конечно, на пути было просто миллион трудностей. Были дни, когда казалось уже вот, я куплю билеты, но судьба распоряжалась немного иначе. И вот, наконец-то, сегодня, 16 августа, у меня есть билеты домой! Я лечу через 5 дней. 5 дней! У меня есть 5 дней, чтобы собраться, найти подарки, подготовиться морально, настроить плейлист. Это просто я не верю, я просто не могу в это поверить. Я думаю, что это видео будет очень эмоциональным, потому что я предвкушаю слезы, наверное, каждый раз, когда я буду кого-то встречать. И, в принципе, когда заеду в свою страну, увижу наши поля, наши деревья, наши здания. Это будет что-то супер эмоциональное, вот. И думаю, моим аргентинским подписчикам также будет интересно посмотреть, где я выросла, как я жила. Так что всем приятного просмотра! Сборы домой. Всем приветики снова. До полета осталось 2 суток, даже меньше. Я до сих пор не начала складывать чемоданы. У меня очень много дел, а меня не будет 45 дней. Но все равно, эта поездка была моей мечтой. И наконец-то она начинает сбываться, воплощаться в реальность. И я этого безумно сильно жду. Очень хочу рассказать маме, но держу все в секрете, потому что это должен быть просто огромный сюрприз. Я уже 10 раз прокручивала в голове, как это все будет. Какие-то будут эмоции, какие-то будут чувства, слезы. Я очень сильно этого жду. Ожидание просто невыносимо. Мне уже хочется сесть в самолет и лететь. Ну все, чемоданы собраны. Моя дорогая подружечка помогла мне все собрать так быстро. Если честно, я думала, что все будет гораздо сложнее. Всем доброе утро! Сегодня 21 августа, я уже скоро поеду в аэропорт. Чувства очень двоякие. Я безумно жду, когда уже приземлюсь, когда всех увижу. Одновременно мне тяжело, потому что здесь я буду прощаться с другими своими близкими людьми.
Из-за этого очень сложно. Но в целом, в принципе, я уже готова к поездке. Надеюсь, что все пройдет гладко, идеально, все будет хорошо. Все, мы приехали в аэропорт, скоро уже мой рейс. Руки трясутся, капец. Все, я уже отправляюсь на посадку. В лучших традициях мой рейс задержан. И я не имею ни малейшего понятия, когда я полечу. Спустя 3 часа наконец-то объявили новый гейт, и я иду на посадку. В этот раз, надеюсь, да. Вот. Если честно, до сих пор кажется, что это все такой какой-то сон. Я не верю, что я еду домой. Мне кажется, когда я уже появлюсь на пороге у своих родителей, только тогда я поверю, что я преодолела этот маршрут в одиночку. У меня пока что нет соседей. Самолет полупустой. Надеюсь, что так и будет. Весь свой полет я провела вот так. Все, я на месте, жду своих друзей. Мы пришли во вкусную точку. Скоро уже поедем в Беларусь. Где? Минск. Минск. Точно нет в Аргентине. Пирожок и картошка по-деревенски. Это что тебя не видно? Ладно, короче, все, мы приехали в Минск, едем к моим родителям. 6 утра. Отличный кадр. Сердце так стучит, капец. Добрый день. Посмотрите в окошко. Что-что? Посмотрите, пожалуйста, в окошко. Мама в шоке. Дорогие подписчики, скажите, похожи ли мы с моим братаном? Деликатес из Беларуси. Пельмени. Вы уже все должны быть знакомы с моей мамой, потому что я уже должна выпустить видео, как она была у нас в Аргентине, а теперь я у них в Беларуси. Мама, расскажи свои впечатления от моего приезда. Я была в шоке. Я тоже. Это ничего не сказать, что я была в шоке. Я вообще ничего не понимала. В 7 утра звонит какая-то женщина и предлагает посмотреть машину во дворе. Не, посмотреть в окно в 7 утра. Женщина, у нее Я, конечно, испугалась, что там случилось что-нибудь. А там стоит мой ребенок и скачет от радости и руками машет. Это просто лицо моих родителей. Типа что? Что происходит? А что робится, как говорит Аня? А что робится? Мы сейчас едем в Молодечно к моей второй большой семье. Будем праздновать день рождения, едем на дачу. В общем, все те дела, которые мы делали, когда мы жили здесь на постоянной основе. Так что да, покажу вам наши места жительства, обитания, отдыха и всякое такое из своей семьи. Мы идем в наш магазин, который возле дачи находится. Божечки, я здесь не была уже много-много лет. Класс. Класс. Класс, есть. А у вас такого нет. Напиток моего детства. У нас такого в Аргентине нет. Снежок называется.
А вон чипсы. И чипсики белорусские. Вот эти вот обалденные. Вот эти вкусные. Вот эти И вот вкусные. эти А ты какие вкусные. хочешь? Мне не важно, я все буду. Вот эти вкусные будешь? Я забыла сказать, наверное, самое главное. Я сейчас увижу своего дедушку. Здрасте, я приехала. Я с подарком. Подарок большой. Мое. Классно. Здесь прошло все мое детство. Тут у моих бабушки и дедушки огороды. Много всякой вкуснятины. Если честно, я очень сильно скучала по даче. Это просто, мне кажется, мое главное место силы. Я обожаю эту местность, обожаю еду с огорода бабушки и дедушки. Люблю и поработать тоже. Сейчас, конечно, больше, чем в детстве, потому что мне этого очень не хватает. А этот дом мой дедушка строил сам. Он двухэтажный. Я его тоже очень люблю. Много хороших воспоминаний. Щен, ты тоже приехал на дачу. Мой дедушка с бабушкой выращивают виноград. Итак, перед тем, как сорвать виноград, мы его проверяем, естественно. Пока еще нет. Ай, ты так бежишь. Не будете заходить? Вкусно? Ага, пьет. Всем привет! Сейчас мы будем обрезать лишние ветки, лишние листья винограда, чтобы плоды винограда могли легко расти.
Владику неподдельное удивление. Приехал. На 1,5 месяца. Ничего себе. Ура! Класс! Груша? Не знаю, не вижу груш. По-моему, груша. Или нет, это яблоко тоже. Вау, Башка! Там мелко на вот это. Держи вот так и ешь. Что ты сейчас делаешь? Кушать готовлю. Стол приглашаем. Стол. Добро пожаловать в белорусскую семью. Белорусско-украинскую. Белорусско-украинскую. Don't turn away from me, 'cause I spent half my life out there. Она мне говорит Вика, которая с Аргентины. Это она так сказала. Ну вот бабушка. А кто что на кровати лежит, посмотри. Класс. Вика, Соня расстроилась, бабушка ее обманула. Ничего не поняла? Ой, на зал, бабушка ест там сидит. Я такая, Вика приехала. Говорит, какая Вика? Вика с Аргентины. Ой, говорю, мама, а я говорю это самое. Какая Вика? Бабушке что говорю? А Соня начала плакать. И зашла такая, ну конечно, думаю, какая Вика приехала. Такая стоит и говорит, как кто у тебя на кровати лежит. Так, мы идем в бар нашего брата. У нас будет вип-зал. Так выглядят сборы из Молодечно в Минск. My design, and people everywhere think something better than I am. Сейчас едем делать сюрприз моей двоюродной сестре. I was out there. Do you know this? Do you know you did not find me? You did not find. Все, мы приехали домой. У нас выдались очень активные выходные, особенно для меня, учитывая, что до этого я, грубо говоря, 2 суток находилась в полетах и в путешествии. И сейчас, конечно, я абсолютно без сил, буду ложиться спать. Завтра новый день. Буду все снимать. Сейчас будет что-то миленькое. У меня дома живет вот такой вот красивый друг-кролик. Привет! Она очень любит камеру. Давай кушать. У меня для нее подарок. Я лично собирала ей букет цветов. Кушайте, пожалуйста, угощайтесь. Вы хотите выйти? Выходите, пожалуйста. Ух. Попытка номер 2. Ура! Доброе утро. Сегодня мой первый раз, когда брат везет меня на машине. Для меня это все еще шок. Сын сейчас плюхнется. Тихо, подожди, не шуми по пылесосам, подожди. Дай я сниму. Абрык! Всем привет! У меня уже почти 4-е сутки в Беларуси. Сейчас, конечно, дни не самые легкие, потому что я езжу очень часто в ветеринарный центр с моей собакой, с нашей собакой, которую вы уже видели. Это, кстати, одна из моих самых любимых кружек, которую я, конечно же, не могу собрать с собой, она очень тяжелая. Вот, и мы едем в ветеринарный центр к врачам, поэтому сейчас время такое не супер кайфовое, легкое. Вот, но я надеюсь, что скоро он уже выздоровеет, поправится, и я снова, точнее, я просто продолжу видеться
с близкими людьми, с друзьями делать сюрпризы. Так что да. А сейчас для моих аргентинских подписчиков будет что-то интересное. Я буду кушать глазированный сырочек. Вот так вот это все выглядит. В Аргентине я не видела ни одного такого, помимо русских магазинов. Это, по сути, творог в шоколаде. Это супер вкусно. И я бы очень сильно хотела, чтобы в Аргентине наконец-то тоже появился творог, появились сырочки. Вот. И есть такой маленький лайфхак, как их можно использовать. Это просто, наверное, мое самое любимое сочетание. Это сырочки и мучные блины. То есть вы просто, где-то на 3 части разрезаете такой сырочек, закладываете в блин и заворачиваете. Это просто обалденно. Это просто мой любимый рецепт, который всегда готовила мне бабушка. Так что вот. Это, кстати, мой кот, которому уже 16 лет практически. Он появился у меня, когда мне было 8 лет. Он очень славный. А еще есть вот такой вот маленький ребенок, хорошенький, немножко непослушный, но в целом нормально. Так что дома, как вы понимаете, у меня настоящий зоопарк. Приветики! На часах 10 вечера я прилетела к своей подружке. Меня отвез прекрасный водитель. Сейчас мы идем делать ей сюрприз. Вот такой вот ужин от мамочки. Здравствуйте, котик. Итак, это самая обожаемая мною пицца, самая любимая в мире. Пицца лисица. Сейчас я вам ее покажу. Я очень сильно скучала по ней. А может быть, где-то и к счастью. Всем приветик! Сегодня уже 6-й день, как я нахожусь в Беларуси. Я пока что по-прежнему в основном сижу дома со своей собакой или езжу в клинику, но параллельно уже потихонечку вижусь со всеми своими друзьями, с близкими. Уже есть планы на следующую неделю. Всего у меня тут будет еще где-то 35 дней. Так что я постараюсь использовать это время по максимуму. Я до сих пор хожу по улице и не могу поверить в то, что я прилетела, я тут, я снова на другом континенте, на своем континенте, вот. И, конечно, это все еще чувствуется как какой-то сон, если честно. Не знаю, когда я уже поверю, что я здесь. Вот, я уже потихонечку привыкаю, мы уже съездили по вечернему Минску покататься, и я, конечно, в шоке, потому что очень многие районы очень сильно изменились за 2,5 года. Очень много новых домов, новых торговых центров. Конечно, все хочется посмотреть, и я не представляю, как это все успеть, но да, все в планах. Пока я в основном нахожусь дома, я решила вас со мной поближе познакомить. Это мой кролик там носится. И показать, какая я... Итак, я была довольно творческим ребенком. Мне постоянно нужны были блокноты, в которых я начинала что-то писать и вести. Поэтому у меня есть целая полка блокнотов, и это еще причем не все. Сейчас я бегу здороваться со своей подружкой. Мы дружим со школы, были одноклассницами, и она думает, что к ней едет Яндекс.Доставка, но нет, к ней еду я. Опять чувство колотящегося сердца. Здравствуйте, Яндекс.Доставка. Я уже должна была привыкнуть, но я все чуть не могу привыкнуть. Сердце дрожит. Мы с Тимой идем забирать товары с маркетплейса, который я заказала. Сейчас буду показывать. Там пока что перерыв, поэтому мы идем в Fix Price. Fix Price такой магазин, где все по очень низким ценам. Короче, тут все подряд. Наши напиточки. Будем брать такое, Double Bubble. Сегодня мы с друзьями едем на шашлыки. И я сейчас хожу по магазину, выбираю еду, они там тоже что-то выбирают. Сейчас покажу вам наши магазины. Они у нас тоже большие, красивущие. И очень-очень-очень-очень много всего в этих магазинах. Поедем тусить. Едем в соседнее село. На дискотеку. Хозяюшки вот такие. Ты с таким грустным видом разбираешь тот бедный грибчик. Я сейчас еду к родителям Артура, и мы будем делать сюрприз вместе с Денисом, потому что он знает, что я приехала, а Майя и Янка не знают.
Взяли вкусняшки в таком вот кафе. Вот так вот. Я сейчас жду, когда Денис выведет девчонок во двор. Я побегу в подвал и прятаться в доме. Я справилась. Мы идем кататься на сапах. Родители в деревне. Да, в деревне. Сейчас родители поехали кататься, а я просто наслаждаюсь пейзажами. It's not that we're scared, it's just that it's delicate. So why Это you Беларусь. fill my sorrows with the words you borrow from the only place you've known? Мы приехали на рынок. Пока что не знаю, что еще сказать. Да, Янка? Да. Мы сейчас собираем Янку в школе. Покупаем все эти детские товары. Пластилин, палитры. Ты кушаешь белорусский блинчик, да? Покажи, как это выглядит. Красиво. А мы будем кушать холодник и чебурек. Белорусский эмпанад. And why just say hallelujah if it means nothing to ya? Why just say with me at all? У нас в Беларуси очень много черного хлеба. В Аргентине его практически нет. Всем привет! Я сегодня встречаюсь с нашими друзьями, которые приезжали в Аргентину. Вот, и пока у меня есть время до нашей встречи, хотела немножко рассказать о своих впечатлениях. Вообще уже прошло больше недели, вот, с момента, как я нахожусь в Беларуси, и насколько же я все-таки благодарна своим родителям Артура, нашим всем бабушкам, дедушкам, нашим друзьям, потому что я чувствую себя здесь просто невероятно. Все очень добры, нежны, все такие позитивные, счастливые какие-то. Я чувствую себя максимально спокойно, комфортно, хотя немного переживала вообще на самом деле за встречу. Не знаю, как это все будет проходить. Мы не виделись 2,5 года, но все просто идеально. Наверное, еще огромное спасибо моей мамочке, потому что я приехала домой, честно говоря, думала, что в первые же дни начну готовить что-то с сюрпризами, но у меня просто то не было сил, то у меня были определенные дела или еще что-то. И она ничего от меня не требует. Вообще ничего. Из-за чего я чувствую себя немножко некомфортно, потому что мне хочется помочь. Вот я тут сейчас себе придумываю дела, которыми могу заняться. Я просто чувствую себя на самом деле маленьким ребенком, который приехал, за которым так ухаживают. И это не к тому, что я не хочу быть самостоятельной или еще что-то, просто это такое теплое чувство, когда тебе заботятся, когда тебе не нужно думать, что нужно приготовить каждый день, а вот решать какие-то супервзрослые дела в стране, где нету твоей семьи, вот. И я супер-супер сильно благодарна просто за то, что они у меня все такие, и я чувствую себя здесь реально счастливой. Вот. И мои друзья, которые просто срываются за мной в Россию, в аэропорт, забрать меня. Я прошу о чем-то, и они всегда мне помогут, я в этом уверена, и я тоже помогу им. В общем, чувствую себя очень счастливой и очень сильно скучала по этому чувству на самом деле, потому что все равно, когда ты живешь далеко, пеняй на себя, грубо говоря. Но там сейчас Артур, там сейчас Аня с Максимом, я по ним тоже очень сильно скучаю, мы общаемся каждый день, вот, и я уже тоже жду встречи с ними, но да, дома, конечно, просто невероятно. Приехала за подружкой, пошел дождь. Внимание, какие люди! Катя за рулем.
А тусовочные, ну просто не как вывески, где музыка, а где типа погулять, кофе попить. на багажник посидеть. Да, да. Мы пришли кушать пиццу. Белорусская пицца. А это наш стадион белорусский. Ко мне приехала моя красивущая сеструня. Мы с ней в Минске сейчас отдыхаем. Пьем кофе, наслаждаемся. Я не смущаю, она просто красивая. Та-да-да-дам! Белорусское метро. Идем на вход. Спускаемся. Я люблю наше метро. Как оно вкусно пахнет. Так мне нравится. Вкусное метро. В общем, у нас в метро практически на каждой станции всякие ларьки, магазинчики, булочные. Покушайте. Наши бульки-белелючки. А у меня такая булька с курицей. Мама готовит ужин. Тут у нас грибочки в масле с луком. Тут у нас консервированные помидоры. Тут у нас отбивные. Там мама готовит. Мы сейчас находимся в центре города и едем на самокатах домой! Мы доехали до Макдональдса, или как сейчас в Беларуси называется, Макбай. Идем кушать. Итак, час ночи. Я готовлю свое любимое блюдо детства. Жареный хлеб. Прямиком с хлебозавода. Возле дома моей бабушки. Самый вот такой вот компаньончик сидит. Тоже ждет хлеб. Сейчас будет завтрак года. Творог заливаем сметанкой. Теперь добавляем мамино варенье. Приятного аппетита. Спасибо. Добавляем кружечку кофе и наслаждаемся шикарным завтраком. Так, кое-что из еды, что я очень сильно люблю, но супер вредное. Копченая курочка! Я ее всегда покупала возле дома. И прям сейчас тоже зашла в магазин, как в старые добрые времена. Купила курочку, обгрызенную уже. Еще, по чем я скучала, это всякие рыбные намазки на бутеры. Тут у меня сидит кот, который тоже очень сильно ждет вкусняшку. Вот сейчас мы едем мимо школы. Вот здесь я училась 11 лет. Через 2 недели я снова на даче, снова собираю виноград. В этот раз с бабушкой, с мамой и с братом. Как же мне тут уютно и спокойно, вам просто не передать. Немного эксплуатируем малого. Срываем базилик. Мы сейчас находимся в Молодечной, это город, в котором я родилась. Едем отвозить бабушку. И у нас есть такая традиция. Если ты не попадаешь на зеленый свет, ты потом будешь стоять на каждом светофоре. В гости пришел котик. У нас сегодня супер красивое небо. Are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the. Мы с моими родителями и нашей подругой семьи сейчас едем на озеро. Купаться, жарить шашлыки и отдыхать. You may lay the queen of space. King in his hand, while the memory of it fades. I know that the spades are the swords of a soldier.
I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. If I told her that I loved you, maybe think Здравствуйте, of подписчики. something Мы сидим и ждем Сашу. И кушаем Макдональдс. Кстати, картошка у нас вот такая есть. Деревенская, по-белорусски. Такие вот булки. Все красивое. Трубочки в кофе. Вот вам мини-обзор Макснаггетса в Беларуси. Сырный соус. Всем привет! Продолжаем рубрику «Гурман». И вот еще одно просто великолепное, ну это не блюдо, конечно, это больше закуска к основному блюду. Короче, это перцы в банке, в масле. Я просто их обожаю. И в Аргентине я не очень, если честно, помню, что такие были. Может, опять же, в русских магазинах только. И это все ставят мои родные. Дальше. Маринованные огурцы. Кстати, в Аргентине не супер дорогие, поэтому будем отъедаться ими здесь. Так выглядит наша горчица. И она тоже очень вкусная, такая прям не горькая, перченая. Я даже не знаю, что это за вкус такой на самом деле. Острая. Написано на банке. Острая. Очень вкусная. Я не очень люблю горчицу в пакетиках, а вот горчица в банке. Их сразу нос пробивает. Я уже, кстати, 2 года мечтаю поставить перцы и огурцы в Аргентине, но есть небольшая проблема. Я люблю, чтобы огурцы были хрустящими. Для этого мне нужны листья хрена. Я не уверена, где их найти в Аргентине, поэтому, может, мои подписчики из Аргентины смогут помочь. Если нет, то просто стараюсь привезти как можно больше отсюда, с дома. Вики берут сырочки. Это сырочки такие с вафельками. Вот у нас такие полки с сырочками, потом всякие творожки, много творожков, очень много творожков, и все очень вкусное. Это еще один из моих любимых холодильников. Во-первых, тут много красной рыбы, икра, разные селедки, всякие пасты на бутерброды. Это колбасы, сосиски, хлеба. Это то, по чем я очень скучаю в Аргентине. Так выглядит касса. Сладости как заморские, так и белорусские. Немного жвачек. У меня сейчас просто шок. Короче, фишка в том, что мы отдали за это все около $30. А можно вашу лапу убрать? Вот. Мы с Тимой снова в метро, но уже на другой станции. Просто посмотрите, по всем станциям какие-то магазины, ларечки. Мы с Тимой пришли в грузинский ресторан, называется Хинкальня. Будем есть хинкали, хачапури и пить вот такие вот грузинские напитки, которые мы пили в Грузии. Вот такую красоту нам принесли. Класс. Ну не это, понял? Угу. Поняла. Лет я спорил с тобой ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то плыл за моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Сейчас не пугаемся моего лица. Я собираюсь на съемку для нашего белорусского бренда Джамидо. Это льняная одежда. Вот. И я сейчас делаю сама себе макияж. Готовлюсь, в общем. И скоро поеду к ним. Все, мы закончили съемку. И я иду по дождливому Минску встречаться с мамой. Ну посмотри, поздоровайся с моими подписчиками. Мы приехали в кафе, встретились. Так, у нас типичный вечер буднего дня. Мама, как всегда, готовит кучу каких-то блюд. В этот раз это курица, точнее так, грибы, ой. В этот раз это шкварочки с картошкой, которые Вика не хочет кушать. И
с курицей. И с грибами, с лесными, и с такими, и с шампиньонами. Она вам, конечно, врет, что не хочу кушать, я просто уже жду блинчики. И, конечно же, это все происходит под советские фильмы. Всем привет! Я пришла в наш парк аттракционов имени Максима Горького и пойду сейчас кататься на колесо обозрения. Я тут! Спасибо большое! На самом деле я жутко боюсь высоты, но мне очень захотелось посмотреть на Минск свысока. Сейчас я вам тоже покажу. Я сейчас еду в гордом одиночестве. Теперь иду кататься на ракушках. Пойду на зелененькую. Все, я накаталась и сейчас мчу домой. Почему с нерабочей? Хорошая сторона. Костя кушает. Я всегда с собой беру камеру. Хлопайте, хлопайте. Он машет нам всем. Одной машиной это, чтобы жар разгонять, второй ручкой на камеру. Командир. Кстати, Костя, тебе одна сосиска. Мы сюда просчитались. Мама делает большие эмпанадос. Вообще это чебуреки. Еще один кулинарный шедевр моей мамы. Мы сейчас едем в зал. Мы с Тимой позанимались уже и сейчас идем в магазин что-нибудь покушать и съедем к нашему товарищу. Прямо в магазинах у нас такие вот островки с кофе. Берем кофе, берем булки. Да. Скоро едем. Внимание! Кого мы встретили на обратном пути? Блин, так плохо видно, конечно. Сейчас подойдем поближе, попробуем. Так выглядит моя каждая ночь. Всем привет! Уже прошла большая половина моего времени дома. До сих пор, если честно, немножко не верится. Иногда прям бывает, станешь, смотришь вокруг и кажется, вау, я все-таки сюда добралась. Вот, скоро уже, ну как скоро? Еще 2,5 недели до моего отъезда. Еще очень много с кем нужно встретиться, опять увидеться, где-то погулять, походить, что-то сделать. Хочется успеть все, но времени очень мало. Так что да, вот такие дела. Давай, неси. Сейчас иду встречаться с подругой моего детства. Мы сейчас идем в кафе Гарри Поттера. Типа его еще было бы здорово. Вот Карина у нас навигатор, потому что я в этом плане лох. Короче, мы не попали в кафе Гарри Поттера. Но пришли в такое красивое место. Так, мы пришли в Макдональдс, потому что в кафе не было ни кофе, ни пирожных. Это такой цезарь ролл, ну картошечка, понятно, и бутер с рыбой. У Карины просто бутер. И красивый стакан с трубочкой. С ромашками. Мы пришли в нашу школу. Да,
Нас не пропускают. Я тут уже 100 лет не была. Ого. А это было столовка. Это Полина. Родные стены. That that's not me. У нас с Тимой ночь аниме и вкусняшек. Сегодня я иду на день рождения своей подружки. Вот такой мелочок. Спасибо. Я встретилась со своей лучшей подружкой. У меня тут суп-солянка. Вы наверняка такой не знаете. Мы с мамой пришли в магазин. У нас в магазинах часто оборудована пиццерия и всякие там вкусняшки, салатики и так далее. Вот. Так что мы сейчас берем, и мама поедет на работу угощать папу. Мне кажется, этот ракурс чаще всего в этом видео. Но просто я очень люблю нашу еду и просто ностальгия. И сейчас, например, мы с мамой уже вернулись с магазина. Ой, вот у меня пицца. Это прям пицца, которую мы с Артуром брали, когда были студентами. Такие приятные воспоминания. А вот, короче, так что сейчас буду кушать с удовольствием. И у меня, кстати, осталось 2 недели. Всем привет! У меня осталось 1,5 недели в Беларуси. Естественно, я начала заниматься разными процедурами, связанными с врачами. Сегодня, например, мы сделали чистку зубов. Вот. И сейчас я буду встречаться со своей подружкой, поработаю. Ты понимаешь, чем мы тут? Дождь валит! Я приехала в гости к бабушке Артура. Сейчас смотрю на улицу, замечаю, что уже подкрадывается осень. Мы пришли на танцы. Мы устали. Тоже так старался, что весь красный. Всегда красный. Мы с мамой едем в Молодечно. Итак, мы приехали на вокзал. Сейчас будем садиться и уезжать в Молодечно. Приехала сейчас в квартиру к своим бабушке и дедушке. Здесь проходило мое детство. Приятные, теплые, добрые воспоминания.
Бадя, иди сюда. Ой, привет. Итальянская семья. Мы с семьей сейчас идем кушать самую лучшую пиццу на свете. Пока. Закрывай. Пока. Пока. Всем большой привет! Я хочу закончить это видео словами. Как вы поняли по последним кадрам, я прощалась со своими близкими, потому что близился мой перелет в Аргентину. Но незадолго до полета мой друг попал в больницу. Я отменила билеты, потому что хотела дождаться его возвращения. Случилось самое страшное. И в такой сложный период я решила остаться дома со своими близкими и со своими друзьями. Я очень долго думала о том, чтобы просто бросить это видео. Потому что изначально это должно было быть просто счастливое видео о том, как я приезжаю домой. Но поговорив с родителями Влада, моя уверенность в том, что это видео должно быть, возросла. Это видео хранит в себе воспоминания, теплые встречи, все хорошее, что мы пережили в тот момент. И я хочу, чтобы это все жило. Я больше не знаю, что говорить, лишь только то, что это очень тяжелая утрата для всех нас, но мы будем очень стараться двигаться в его честь. И это видео, я хочу, чтобы оно было также в памяти о нем. Все, что я хочу сказать напоследок, это берегите себя, своих близких и проводите с ними как можно больше времени.